Постепенно вырисовываются главные черты внешнеполитической стратегии США. С точки зрения администрации Дональда Трампа, лучшей прелюдией к дипломатическому общению является какая-нибудь силовая акция. Это очень по-американски, но не всегда эффективно, и даже советники Трампа это понимают. Видимо, они учли исторический опыт и элементарный здравый смысл, который подсказывает, что попытка начать партнерский диалог с удара в челюсть, скорее всего, приведет к тому, что диалога не получится. Если не получилось нокаута с первого удара, то загнанный в угол и разозленный партнер может больно ударить в ответ, а это плохо для имиджа самих американцев. Исходя из этого опыта, администрация Трампа представила нам так называемую американскую дипломатию 2.0. Чем новая версия отличается от старой? Тем, что в качестве прелюдии к диалогу вашингтонские ястребы показательно бьют не того, с кем собираются договариваться, а кого-нибудь другого. Главное, чтобы получилось больно, ярко и с хорошей картинкой для СМИ. Чтобы надавить на Россию и Китай, они бомбили Сирию. На Москву и Пекин это особого впечатления не произвело, и никто никого не испугался. Однако администрации Трампа все так понравилось, что они решили повторить заход и сбросили на Афганистан так называемую «мать всех бомб», самую мощную свою неядерную бомбу, чем, видимо, надеялись поражить воображение Си Цзиньпиня и Ким Чен Ына. Телекартинки, которыми западные СМИ сопровождают эту информацию, выглядят действительно впечатляюще, но скорее для техасских домохозяек и вашингтонских хипстеров, а не для руководства КНР и Северной Кореи, которые уже давно знают о существовании и возможностях этого американского оружия. Председатель Си уже высказался против эскалации конфликта на Корейском полуострове. Официальный Пхеньян заявил о готовности отвечать военной силой на провокации США. А азиатские союзники США, Япония и Южная Корея уже охладели к идее превентивного американского удара по северокорейским объектам. Все было бы замечательно, если бы не одно «но». Говорят, что Эйнштейн считал признаком безумия повторение одного и того же действия, которое не приносит ожидаемого результата. Но Эйнштейн не был знаком с Дональдом Трампом и его командой специалистов по национальной безопасности, один из которых министр обороны Джеймс Мэттис уже много лет носит заслуженную кличку «Бешеный пес». Для этих парней повторение действий, которые не приносят ожидаемого результата, может быть признаком упорства и мужественности. А по-настоящему американский подход – это не просто повторить, а повторить, умножив в несколько раз, в надежде, что после этого уж точно все сработает. Сирию они атаковали томагавками, а по Афганистану отбомбились матерью всех бомб. То есть они обожают поднимать ставки. С учетом этих особенностей мышления слегка страшновато думать о том, что и как они захотят взорвать в следующий раз, чтобы произвести на всех впечатление. Возникает закономерный вопрос: как разговаривать с американцами и их союзниками, чтобы убедить их не делать глупостей, которые могут закончиться взаимным ядерным уничтожением? Судя по тому, что Трамп резко перестал публично угрожать России, Путин что-то очень убедительно разъяснил Рексу Тиллерсону в личной беседе, после которой в СМИ не появилось даже протокольных фотоснимков, что является редчайшим случаем для российской дипломатии. Но нельзя же каждый раз привлекать президента к такой работе. У него есть дела и помимо усмирения американцев. Так вот, для всех ситуаций, которые не требуют вмешательства на самом высоком уровне, у нас есть исполняющий обязанности постпреда ООН Владимир Сафранков, который недавно продемонстрировал умение разговаривать с западными дипломатами на понятном для них уровне общения. Злоупотреблять таким подходом не нужно, но в нашем несовершенном мире иногда полезно напоминать британской и американской элите, что русские – это те самые люди, которые в случае необходимости могут использовать вербальное и физическое насилие. Практика показывает, что на наших западных партнеров периодически напоминания такого рода оказывают благотворное и отрезвляющее воздействие. Ну, что поделаешь, если вежливость и логичность они зачастую воспринимают как слабость. Как говорится, не мы такие, жизнь такая. Хоть в целом я и поддерживаю действия российского дипломата в ООН, и мне понравилось наблюдать за реакцией его выступления, все-таки хочется отметить несколько аспектов, которые можно улучшить.
Во-первых, требование не отводить глаз лучше предъявлять тогда, когда выступление проходит без бумажки. Виталий Чуркин иногда это делал, и я абсолютно уверен, что и другие наши дипломаты могут показать эту фигуру высшего пилотажа. Во-вторых, хотя бы небольшую часть гневной тирады российского дипломата стоило произнести на английском языке. ООНовские переводчики любят смягчать особо острые выпады, и таким образом часть полемического запала и эмоционального задора Владимира Сафронкова, что называется, потерялась в переводе. А еще желательно, чтобы и те иностранцы, которые потом будут смотреть такие выступления на YouTube или по ТВ, имели возможность насладиться нефильтрованной риторикой российского представителя в ООН. Только так можно добиться по-настоящему сильного эффекта. Итого твердая 4 с плюсом, но надеемся на улучшение техники исполнения. Россия тоже демонстрирует сейчас некую дипломатию 2.0. Для геополитических оппонентов у нас есть жесткие дипломаты, такие как Сафронков, а вот к настоящим союзникам, таким как сирийцы, скоро снова приедет делегация дружбы из Российской Думы, чтобы показать не только военную, но и политическую поддержку. Вячеслав Володин предлагал американским конгрессменам тоже съездить в Сирию и посмотреть на ситуацию своими глазами. Как вы думаете, примут приглашение и поедут? Если в ближайшее время удастся избежать настоящей войны на Корейском полуострове, то есть шанс, что для сдерживания наших заокеанских оппонентов будет достаточно периодических пощечин на дипломатическом уровне. Но если американцы не сбавят обороты, то их придется познакомить с хорошим принципом. Те, кто не хотят говорить с Лавровым, будут говорить с Шойгу.